Всем привет, меня зовут Елена, я живу в Одессе. Я из Киева, меня зовут Александр. Меня зовут Марина, я из Харькова. Привет, я Виктория, киевлянка. В 2021 году я решила сбежать от суеты и купила квартиру своей мечты в Ирпене. Пожить там получилось только несколько месяцев, до февраля 22-го, и 3 недели, когда уже началась полномасштабная. Я живу на северо-востоке Харькова, максимально близко к Российской Федерации. Когда началась война, непосредственно у нас начались все эти обстрелы, взрывы, разрушения. И это было очень страшно. Война затронула меня достаточно серьезно, меня и мою семью. До 2014 года жил в Донецке. Мы были вынуждены выехать из Донецка, уехать из оккупации. Я не имею возможности туда съездить, посмотреть, что там, как. Выбиралась чудом, когда Ирпень уже был наполовину оккупирован. А потом бои переместились прямо под мой дом. Собственно, он-то и остановил наступление на Киев. Дом был разрушен, я осталась без крыши. У меня 2 квартиры, они были частично разрушены обе, они остались без стекол, без рам, но это все ерунда по сравнению с человеческими жертвами. Вообще Донецкая область, с которой я очень сильно связан эмоционально, и вообще там прошла большая часть моей жизни, она сейчас или оккупирована, или разрушена полностью. То есть почти все те места, с которыми у меня связаны какие-то воспоминания приятные, их уже нет, или они разрушены, или они в оккупации, или там идут военные действия. Город Покровск, о котором вы, наверное, слышите в новостях, это родной город моего отца. Там был дом бабушки, дедушки, дом, где отец вырос, и он уже уничтожен, и мы не можем туда уже никак попасть. В эту войну мы потеряли много друзей всей. Лично я потеряла очень много друзей на фронте. Кроме того, я потеряла друзей, за которыми я ухаживала, которых опекала и не смогла вытащить из болезней. Все хронические болезни обострились, и люди просто умирали на глазах. Я потеряла тех друзей, которые поддержали Российскую Федерацию. Они потеряли разом. Я потеряла здоровье. Я сейчас практически инвалид. Мой сын 2 года на фронте, и невозможно об этом не думать постоянно и не привыкнуть к этому. А вот слышите, как везде шумят генераторы, свет выключают бесконечно, шахеды летят, ПВО их сбивает. Здесь, в Киеве, здесь, конечно, поспокойнее, чем в Донецкой области, но вот, например, я записываю это видео после довольно серьезного ночного обстрела. Как бы мы не выспались, конечно, жена с дочкой ходили в подвал, в подземный паркинг, где оборудовали такое импровизированное убежище. Я не ходил, честно говоря, я уже как-то на эти звуки особо не реагирую. С одной стороны, к этому привыкнуть невозможно, с другой стороны, ощущение такое, что это длится уже целую вечность. Никаких сил нет ни на что. Привыкла ли я к войне? Нет, конечно, не ко всему можно привыкнуть. Но я чудовищно от нее устала. Единственное, что можно для себя сделать, это попытаться сохранить свою голову в порядке. Не стать злобной истеричкой, не ныть. Так я и стараюсь жить. Работаю, занимаюсь восстановлением дома, кормлю котиков, катаюсь на велосипеде. В общем, как-то так. Вечером собираюсь сегодня пойти на концерт в Национальную филармонию. У нас тут фестиваль барочной музыки происходит. И я очень надеюсь на то, что во время исполнения не будет тревоги, то есть не прервут исполнение. Вот как бы это то, на что я надеюсь сегодня. Конечно, за эти годы я не просто привыкла к войне, я научилась жить и радоваться, и получать удовольствие даже в это время. Как вчера, еду по городу и только молюсь, пожалуйста, дайте спокойно посмотреть спектакль «Конотопская ведьма», потому что я ждала этого очень долго. Пожалуйста, давайте без тревог, очень прошу. Так и живем, молимся и продолжаем жить.